Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами снова Павел, и сегодня у нас на обзоре Gotway Tesla, версия 2. Сразу хочу обозначить, что версия 1 и версия 2 отличаются тем, что на второй версии Tesla установлены динамики, а также кнопка, блокирующая мотор в момент подъема. Собственно, перейдем к самому колесу. Gotway Tesla — это колесо 16 диаметра с покрышкой 16 на 2,125. Касательно корпуса Теслы, то он выполнен в основном из пластика под карбон. Этот пластик, в принципе, может выдержать несколько ударов. Большие пластиковые щеки, которые находятся снизу колеса, они существенно ограничивают маневренность, и если вы будете неровно спрыгивать с бордюров, вы рискуете ими зацепиться. Также они очень сильно подрезают оффроуд потенциал колеса, поэтому я считаю, что это колесо строго для города. Спереди у нас расположена кнопка, которая включает и выключает фару, само колесо, и также регулирует режимы работы подсветки. Спереди расположен порт подзарядки устройств от USB, который, мне кажется, уже имеется на всех устройствах в компании Gotway. Это колесо напоминает по своему виду яйцо. У Gotway есть целая серия колес, напоминающих яйцо. Это ACM, MCM и в каком-то мере даже Nikola. На колесе установлена ручка наподобие той же ручки от V8. Правда, здесь никакой кнопки нет, ручка свободно достается и прячется в корпус. Она достаточно удобна и позволяет катить колесо с собой, когда вы не можете на нем ехать. Педали у Gotway Tesla весьма удобные. Нога на них размещается плотно, стоковая наждачка хорошо держит ногу, площадь педали позволяет неплохо маневрировать колесом и уверенно чувствовать себя на высоких скоростях, для которых оно предназначено. В новой версии, как я уже говорил ранее, установлены динамики. Они не самые мощные, но из них в принципе играет довольно сносно. А теперь давайте протестируем ходовые характеристики колеса. Tesla — это невероятно драйвовое колесо. Оно быстро разгоняется, оно невероятно быстро разгоняется. Вы на него нажали, и вот уже на вашем спидометре около 45 км в час, а вы даже не поняли, успели ли вы разогнаться. Тормозит оно также эффективно. Избыточный для таких диаметров мотор делает свое дело. Tesla буквально парит над землей. Этому способствует поведение контроллера, который слегка подстраивает педали под ваш наклон. При разгоне они будут немножко наклоняться вперед. Не пугайтесь этого, колесо вас не бросит. При оттормаживании педали будут слегка наклоняться назад, что будет формировать вам очень удобную площадку, в которую вы будете упираться ногами. Она буквально парит над плиткой, над асфальтом. Ты действительно не чувствуешь вибрации отдачи, ты летишь. Мне это очень понравилось. Все удовольствие слегка портят пластиковые щеки, которыми ты рискуешь зацепиться за бордюр, запрыгивая на него или спрыгивая. Спрыгивать и запрыгивать на бордюры на Тесле нужно строго перпендикулярно самому бордюру и никак иначе. Рискуете повредить колесо. Благодаря маленькому диаметру и небольшому весу, а я напомню, что это колесо весит 20 кг, оно остается управляемым даже на скорости 40+. Многим моноколесникам знакома ситуация, когда для входа в поворот приходилось сбрасывать скорость и, собственно, входить в сам поворот. С этим колесом такого не происходит. Вы можете, не сбрасывая скорость, повернуть его. Эта управляемость может быть опасной, если вы к нему не привыкли. Но если вы покатаетесь на Тесле достаточно долго, вы с легкостью сможете входить в любые резкие повороты без потери управления. Также на низких скоростях оно в принципе превращается в одну из самых маневренных колес. Можно легко лавировать между людьми, между препятствиями, аккуратно объезжая их. Те же ямки, оно не сказать, что глотает, вы будете ощущать ямки, но при этом при достаточном навыке можете демпфировать их ногами. На бордюрах и пандусах Tesla ведет себя как любое другое мощное колесо. Она тащит вас, и она не позволяет вам скатиться вниз, она вас держит. Я ощущаю себя эдаким пилотом, как будто подо мной находится трюковой истребитель, на котором я выполняю фигуры высшего пилотажа. Я лечу. И в этом состоянии очень важно не допускать ошибок и следить за дорогой, потому что каждый просчет — это опасность.
По моему скромному взгляду, мне кажется, что Tesla — это сугубо городское колесо. Ее оффроуд потенциал подрезан весьма специфическим корпусом, который не позволяет ей проезжать высокие корни, какие-то огромные ямки или даже грязь. Небольшая покрышка будет плохо показывать себя на песке и различных зыбких грунтах, как мне кажется, что будет сводить ее оффроуд потенциал к минимуму. Да, если вы хотите поехать через какой-то лесной парк, она вполне вас протащит, но если вы планируете визит за город, лучше возьмите другое колесо. Благодаря яркой фаре, а также светодиодам, расположенным по обе стороны колеса, в темноте Tesla чувствует себя прекрасно. Светодиодные ленты, имеющие несколько режимов освещения и также выполняющие индикацию заряда, выполняют также функцию габаритных огней и стоп-огней, когда вы будете тормозить. Фара у Теслы представляет из себя большой и длинный луч, около 5-7 метров. Он формирует для вас узкую, но весьма проработанную световую дорожку, по которой вы, собственно, и движетесь. Благодаря этому вы можете достаточно легко различить препятствия и заранее подготовиться к их наличию, то бишь объехать или перескочить какую-то ямку. Я бы посоветовал данное колесо тем, кому хочется драйвовое и мощное городское колесо, при этом сохраняя компактность и удобство формы. В конце мне хотелось бы выразить благодарность всем, кто досмотрел этот обзор до конца, поставил лайки и подписался. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока.